Привет! Меня зовут Ира, и вы на моем канале о русском по-русски. На своем канале я рассказываю, как изучать русский язык как иностранный. Сегодня в этом видео я расскажу, какие можно использовать приложения, чтобы изучать новые русские слова. Если эта тема вам интересна, не выключайте видео. Итак, я спросила вас на моем YouTube-канале, а также в моем Instagram, какие приложения вы используете, чтобы изучать русский язык. И вы написали мне очень много приложений, и о многих из них я никогда не слышала. Но благодаря вам я узнала о них. Так как таких приложений очень много, я решила разделить их на категории. И сегодня я расскажу о приложениях, которые помогают изучать новые русские слова. Я скачала все приложения себе на телефон, и в течение 2 недель я тестировала эти приложения. Я использовала их и смотрела, удобно или неудобно изучать слова. Поэтому я выбрала несколько приложений, о которых хочу вам рассказать. Я буду смотреть в мой телефон, потому что все приложения наизусть я не знаю, а вот здесь я буду показывать то, что я вижу на моем экране. Итак, первое приложение называется Drops. Очень многие подписчики говорили мне о нем. И это приложение мне очень понравилось. Во-первых, мне понравился дизайн. Очень удобный, неяркие цвета, красивые картинки. Все очень прилично. Так, здесь есть очень много слов, и все эти слова разделены на категории. И мне показалось такое разделение на категории очень удобным. Здесь есть категории еда и напитки, природа и животные, люди и здоровье, путешествия и техника и так далее. Конечно, здесь есть бесплатные слова, которые вы можете выучить, и платные слова. Я думаю, вы все понимаете, что приложения пишут люди, и они тоже хотят получать за свой труд деньги. Поэтому они предлагают вам часть слов бесплатно, и часть слов вы можете купить. Я поиграла в это приложение, и мне показалось, что здесь очень удобно работать со словами. Вы можете смотреть на картинку, выбирать слово. Если вы знаете это слово, вы можете отметить его как уже вам известное. Если это слово вы не знаете, то вы можете использовать его для будущих упражнений. И приложение будет иногда показывать вам это слово вместе с другими словами. Также мне нравится, что в этом приложении можно послушать произношение слов, и мне нравится, как произносят эти слова. Произносят так, как произносят носители языка. Например, они не говорят «молоко». Никто так не говорит. Мы говорим «молоко», потому что первые 2 буквы «о» без ударения. В общем, это приложение я советую, оно мне понравилось. Следующее приложение, и о нем я знала, я давно использовала его, это приложение Duolingo. Я думаю, вы тоже уже слышали о нем, потому что это приложение позволяет изучать не только русский язык, но и много других языков. Когда вы открываете приложение, вам нужно выбрать язык. Я хочу учить русский. Потом приложение спрашивает, а зачем вы хотите изучать русский язык? И вы выбираете вариант. Потом вы выбираете, как часто вы хотите заниматься с этим приложением. 5 минут в день, 10 и так далее. И в конце приложение предлагает вам выбрать, вы только начинаете изучать русский язык или уже чуть-чуть его знаете. Я выберу вариант 1, что я только начинаю изучать русский язык. Я вижу, что задание в этом приложении по-английски, но выбираете вы русское слово, то есть здесь такой подход
вам нужно переводить с английского на русский. Кстати, если вы изучаете и английский, и русский языки, я думаю, будет очень классно использовать это приложение. И мне тоже нравится, что когда выбираешь здесь вариант, то вы слышите, как автор этого упражнения читает слово. Мама. Ну, например, мама. Да, очень удобно, и вы можете повторять слова, которые вы неправильно ответили, и также приложение может напоминать вам: сегодня ты еще не занимался русским языком, не хочешь позаниматься? По-моему, очень удобно. Так, следующее, третье приложение. Я тоже его до этого не видела и не использовала, но знаю, что многие мои студенты любят это приложение. Называется русский FEL или Fun Easy Learn. Да, и в этом приложении мне тоже нравится оформление, потому что здесь очень удобно выбирать. Здесь есть тема, подтема и игра, и вы выбираете комбинацию этого. Ну, например, вы выбираете спорт, американский футбол и так далее. Тоже очень удобно, плюс есть несколько вариантов игр. Можно послушать и выбрать, написать слово, выбрать слово, найти рисунок и так далее. Мне нравится, что есть разные варианты, и вы пробуете и на слух запоминать слова, и видеть и запоминать, и даже писать и запоминать. Классное приложение. Следующее приложение называется очень лаконично Russian. И это приложение, наверное, мне понравилось меньше всего, потому что здесь можно только смотреть на картинку, видеть, как называется что-то на этой картинке и слушать. Но я не нашла здесь упражнений. И здесь нет возможности добавить свои слова, например. Поэтому это приложение показалось мне немного странным. Но если вы хотите выучить базовый набор слов из каждой категории, то, может быть, оно будет неплохим. Следующее приложение называется Word Power. И в этом приложении все по-английски. Я знаю, что не все мои подписчики знают английский язык, поэтому если вы не знаете или не любите изучать русский язык на английском, наверное, это приложение не для вас. Но мне понравилось, что здесь, во-первых, можно тоже изучать слова по категориям, например, категория одежда и аксессуары. Мне понравилось, что здесь есть наборы слов, например, для уровня 1, 2, 3, 4, но это не уровни знания языка, это просто набор слов. И вы, например, можете каждую неделю учить набор этих слов, да, группу этих слов. Ну, кажется здорово. Вы можете или сами делать такие группы слов для себя на неделю, или использовать те группы, которые для вас уже сделали. И еще в этом приложении есть раздел, который называется Word of the Day, слово дня. И каждый день телефон будет напоминать вам: а у тебя есть такое приложение, и вот слово дня. Тоже неплохой вариант, можно каждый день учить какое-то новое слово. И еще это приложение предлагает ссылки на другие онлайн-материалы на сайте RussianPod 101. Поэтому я советую вам попробовать поиспользовать это приложение. Может быть, вы найдете какие-то группы слов, которые покажутся вам интересными. Но опять, если вам мешает английский язык, может быть, это приложение не для вас. Еще одно приложение называется Free Learn and Play Russian. И в этом приложении все мне понравилось, потому что здесь есть понятные разделы. Учим слова, отгадываем слово, отгадываем картинку,
орфография и платная версия достижения. Наверное, там вы можете смотреть, какие слова вы узнали, какие не узнали. Но здесь все понятно, очень хорошие картинки. Здесь также очень удобно писать слова, потому что в приложении Drops, которое я вам показывала самым первым, там слова можно писать только по-английски. Не очень понятна логика, а здесь вы пишете слова по-русски, и это очень удобно, потому что сейчас в эру технологий мы не так часто пишем рукой, мы чаще печатаем на телефоне или на компьютере. Так, и последнее приложение называется Quizlet. И я думаю, вы все его прекрасно знаете. Я зарегистрирована в этом приложении как преподаватель, и я могу создавать карточки. И я часто использую это приложение, чтобы делать тематические карточки со словами для моих студентов. Но вы тоже можете делать свои карточки. Вы можете, например, выучить одну тему и все слова, которые вы хотите запомнить из этой темы, написать в это приложение и сделать такой набор карточек для себя. Но если вы чуть-чуть ленивый, то вы можете найти, кто уже делал карточки или целый курс с этой темой или с этими словами. Ну, например, цифры. Да? Мы можем найти цифры по-русски, по-немецки, по-английски, по-японски и на каком языке вы хотите. Потому что это очень популярное приложение, и многие люди делают карточки в нем. Поэтому посмотрите, может быть, вам будет интересно создавать самостоятельно карточки, или, может быть, вы найдете какого-то человека, преподавателя, который создает понравившиеся вам карточки. И я хочу рассказать вам еще об одном классном приложении. Его нельзя скачать на телефон, но вы можете открыть это приложение в браузере на вашем компьютере или на телефоне. И называется это приложение Rus with Fun. Это игра. В процессе этой игры вы можете изучать слова. Здесь есть 3 уровня. Есть легкий уровень, средний или нормальный и трудный уровень. Все зависит от того, как хорошо вы уже знаете русский язык. Вы выбираете уровень, например, легкий уровень. И вы можете посмотреть и послушать, как носители языка объясняют разные слова. Вы слушаете объяснение, а потом выбираете, о каком слове говорил носитель языка. На легком уровне вам нужно выбрать слово из 4 вариантов. На более трудном уровне вам нужно самостоятельно написать, о каком слове говорит носитель языка. Мне кажется, это классное приложение, потому что вы слушаете речь носителей. Во-первых, вы учитесь воспринимать речь носителя языка на слух. И также вы учите те слова, которые объясняет носитель языка и которые используют для объяснения носитель языка. Мне кажется, что объяснения носителя языка здесь, в этом приложении, не очень простые, но слова, которые вам нужно угадать, они не трудные. Поэтому всем я советую сначала выбирать легкий уровень, потом средний и потом трудный. Я думаю, вам будет интересно угадать слова на разных уровнях. Когда я первый раз увидела это приложение, я сама целый час играла в эту игру, потому что мне просто было интересно посмотреть, как носители объясняют это слово. Вообще, это очень популярная игра в России, и когда мы вечером собираемся все вместе и хотим как-то весело провести время, мы играем в «Угадай слово». Конечно, здесь тоже, как и в любом приложении, есть бесплатная версия и платная. Вы можете в бесплатной версии посмотреть те карточки, которые есть, поиграть, выучить все слова, а потом купить платную версию и получить
больше 500 карточек. Очень много, можно целыми днями играть в эту игру. И, пожалуй, это все на самом деле, что я смогла найти интересного. Я уверена, что, наверное, есть и другие приложения, о которых я не знаю. Но я посмотрела все, что вы посоветовали мне, рассказала о том, что знала сама. И это были мои советы о приложениях, которые можно использовать для изучения новых слов. Но есть много других приложений для изучения фраз и так далее. О них я расскажу чуть-чуть позже. Расскажите мне внизу в комментариях, какое приложение вас заинтересовало, а может быть уже каким-то приложением вы пользуетесь. Напишите, пожалуйста, о плюсах и минусах этого приложения на ваш взгляд. Я думаю, что даже мои советы, наверное, не для каждого подойдут, потому что приложение нужно выбирать для себя. Если мне нравится это приложение, не значит, что вам оно понравится. По дизайну, по набору слов. Может быть, вам не понравится, как произносит носитель языка слова. Поэтому ищите приложение, которое понравится вам, используйте мои советы, и я надеюсь, что они были полезны. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Ждите вторую часть видео, где я расскажу о других приложениях. И мы увидимся с вами в следующий понедельник в 9 часов утра в новом видео. Пока!